свежие следы. Видно, что кто-то здесь копал. Кто бы это мог быть? Может быть, лиса, которая приходила ко мне к землянке не так давно. Интересно. Вот еще две норы. Да. Интересно, кто-то в них живет или нет, но судя вот по той норе, там прям свежие следы. Видно, что кто-то туда копал. Вот этот ход. Ну, пока тишина, никаких движений тут нету. Ладно, пойдемте дальше. Да, интересные норы. Надо будет попробовать здесь оставить фотоловушку на ночь. Да можно и не на ночь, можно будет вообще там на несколько дней. Всем привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Долго я думал, где мне построить вторую землянку, но пока, к сожалению, место так и не найдено. По крайней мере, под мои критерии, то есть реально дикий лес должен быть, река должна быть однозначно, и желательно, чтобы добираться было не так сложно. То есть, может быть, на лодке, на катере, на машине. Это уже не так важно. То есть, каким-то образом нужно, вот чтобы подо все эти критерии место подошло, будущая локация для моей второй землянки, но пока нет такого. Поэтому решил я развивать свои навыки строителя на уже моем любимом месте, на моей полянке около землянки. Недалеко она здесь находится. Сейчас мы до нее дойдем. Что я хочу построить? Буду строить временный домик, баню. Ну, то есть такой многофункциональный домик, в который сможет принять одного, может быть, двух гостей. И в то же время он будет служить мне баней, в которой я смогу помыться и как-то привести себя в порядок после трудового дня. Почему будет оно временное, это строение? Я не хочу привлекать какое-то дополнительное внимание к этому лесу, чтобы здесь люди ходили, искали. Да и вообще, даже дело не в людях, которые будут искать мою землянку, этот домик, а в принципе лишний ажиотаж здесь не нужен. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, есть и хорошие люди, есть и плохие люди, да? Кто-то придет, посидит там в этой баньке, а кто-то разведет костер и тот же лес спалит, не дай бог. Мне как бы это тоже ни к чему не надо. Я несу ответственность большую за эту территорию, хотя это, естественно, не моя территория, не мои владения, но ответственность лежит на мне в том числе. Поэтому сделаю здание, свой домик временным, а по весне его разберу. То есть как раз на сезон зимы, да, пока снег будет идти, там выпадать, у меня будет свободный доступ к воде. Буду топить, растапливать снег и мыться в баньке. Решил сегодня немного другой тропой пройтись. Хотел прогуляться по лесу и вообще посмотреть, может что-то интересное для себя здесь увидеть. Ну, как минимум, вот эти вот норы я уже увидел, обнаружил. Еще одну нору я знаю, так здесь недалеко расположена. Ну, я так понимаю, наверное, лисы, что ли, там живут. Ну, кто еще-то может быть? Не бобры же, правильно, здесь? Зайцы. Надо вообще почитать. Я как бы тоже
такой турист, не особо опытный, поэтому не удивляйтесь, что я такие вопросы иногда сам себе задаю, чья нора, да. Я туризмом стал увлекаться вот буквально там 3-4 года назад. А именно таким вообще диким туризмом, то есть ходить по лесам, ночевать неизвестно где, без палатки. Так это вообще, по-моему, всего лишь там год или полтора назад. Поэтому я всему учусь. Хоть мне уже и достаточно лет. Ну, я считаю, учиться никогда не поздно. Вообще первый раз такое вижу на березе. Мне вот это чем-то напоминает, типа, я не знаю, какой-то бородавки, ну как вот у людей, да, бородавки там на руках. Что это вообще такое? И вообще очень интересно и просто прикольно. У меня слов просто нет, чтобы это описать. Да, пожалуй, это отличное место для строительства моей будущей маленькой бани. Площадка относительно ровная. Буквально в 50 метрах есть вот такой вот склон, за которым меня не видно с той стороны. А с этой стороны находится лес, довольно-таки густой. Сейчас забью колышки по периметру будущего каркаса и начну готовить бревна. Уже третью рулетку покупаю. Какие-то они больно слабенькие. Либо использую их так усердно. На глубину локтя буду выкапывать ямки для опорных столбов. Обжигать низы столбов я не буду. Повторюсь, это временное строение, которое я планирую весной разобрать. И плюс ко всему, помимо того, что оно временное, для меня это просто опыт. Исходя из этого полученного опыта, я уже решу, делать мне в дальнейшем землянку или все-таки маленький домик. У каждого из этих строений есть свои определенные преимущества, свои недостатки. И на основе полученного в дальнейшем опыта во время использования вот этой вот моей бани, которую я планирую построить, я уже сделаю выводы определенные для себя, что мне больше нравится.
Блин, гнилое уже наполовину. Я, конечно, строю временную баню, но хотелось бы использовать нормальный материал. Да, все-таки решил немножко разориться. То купил второй аккумулятор, но уже на 4 ампера. Соответственно, он, ну, примерно в 2 раза мощнее должен быть. Не мощнее, а емкость примерно в 2 раза, наверное, больше будет. Ну, я на это надеюсь. В принципе, и того аккумулятора хватало на большой объем распила стройматериалов. Этого будет хватать еще на большее количество бревен для моей работы. Да, хороший такой каркас временного строения получается. Некоторые бревна почти 20 сантиметров толщиной я использую. Ну, мне нравится, когда используется материал такой надежный. Тем более здесь он имеется в достаточном количестве. А в идеале вообще планирую весь вот этот материал, который весь валежник там лежит, использовать как раз таки на свою баню. Здесь стены обошью, крышу хочу сделать двухскатную, красивую такую, с вылетом вперед. В общем, я думаю, будет классно. Жалко будет его потом, когда в апреле, в мае приходить и разбирать. Ну, куда деваться? Я уже сказал, я не хочу сюда привлекать внимание людей. Построю здесь баню, приду как-нибудь, а тут сидят, костры жгут люди, а там уже и лес горит. Нет, спасибо, этого я не хочу. Где-нибудь в диком, совсем диком лесу я сделаю и землянку или дом, и беседку, и баньку. Но пока с местом я не определился. Кстати, если кто-то из Самарской области и, может быть, примерно имеет какие-то размышления на этот счет, то есть где можно построить, чтобы было место глухое, относительно доступное, то есть там, ну, километров 100-200, может быть, на машине проехать, и в то же время, чтобы была река. Буду благодарен, если вы посоветуете какую-нибудь интересную локацию.
Да, неудобно будет забивать гвозди. Пойду, наверное, схожу, принесу свой стул самодельный. Стесываю специально, чтобы по опорным столбам не катались вот эти вот направляющие для крыши. Поленился сразу сделать укосины. Точнее, не то, что поленился, у меня тогда даже не хватило саморезов, по-моему, да, я уж не помню, как там все это было. Но вот сейчас в срочном порядке прикручиваю саморезы, укосины. Да еще плюс ко всему и стул сам по себе от влаги немного ну, разбух, и крепления ослабли. Блин, как же классно, когда ты приходишь в лес с пилой. Ну пусть не бензопила, а электропила, какая разница, все равно классная штука. А представляете, землянку я целиком построил полностью с помощью ручной пилы. Ну, для меня это на самом деле серьезный шаг. Мне это понравилось. Но все-таки с электроинструментом, либо с бензоинструментом намного проще. Наконец-то я не буду вообще нигде ничего задевать своей головой. Правда, я потом еще уровень пола подниму. Сделаю лаги и сам пол. И как раз, наверное, получится ровно по моему росту. Высота моей маленькой уютной бани. Да, ребята, все кажется со стороны легко. Я вчера тоже сидел, но прежде чем сюда ехать, обдумывал план, с чего начать, что сделать в первую очередь, что потом. И думаю, ну ладно, что там, приеду часов в 11, начну потихоньку работать. Материал у меня уже имеется определенное количество, что-то напилю. И как бы часов там до 6 вечера, до конца светового дня, уже будет готов каркас бани со всеми 4 стенами. А время уже 2:30. У меня вкопаны 4 столба. И начал делать одну стену. Ну, да.
До 6 часов я не знаю даже, что я успею сделать. Хотя бы, в лучшем случае, стену вот до сюда, до половины, да, и начать крышу делать, чтобы жесткость была какая-то определенная у всей этой конструкции. А уже в следующий приезд буду доделывать все стены, а крышу уже вот эту вот двухскатную я на самый конец оставлю. Потому что, на мой взгляд, это самое сложное в этом моем проекте. Ну, остальное все легко, что там, дверь, полы, окно, это все элементарно. Печку, кстати, печку какую я буду использовать. Я, наверное, хочу использовать, опять же, металлическую бочку. Ну, конечно, не такую огромную, а чуть поменьше. Есть на 60 литров. Из-под масла тоже бочки. Вот из нее сделаю печь, обложу ее камнями. И для такой небольшой бани, размером там 2 на 2 и высоту 1,90 м, я думаю, будет более чем достаточно такой печки небольшой. Все-таки сделать решила такие укосины. Честно говоря, хоть канал у меня и называется «Лесной строитель», но я ни разу не строитель. Но, на мой взгляд, мне кажется, надо по диагонали вот так усилить, чтобы они не разъезжались никуда, пока я сейчас каркас возвожу. Чисто интуитивно мне подсказывает это. Ну да, намного жестче все стало.
Да, кто бы что ни говорил, а костер, помимо тепла, дает еще и какое-то ощущение дома, что ли. Ну, уюта, комфорта. Да и вообще, немножко нужно отдыхать, давать себе. А то что-то я заработался. Все равно крышу я не успею сегодня даже начать. Хотя бы стены, ну, какую-то часть их сделать и обить бревнами, это я смогу. А сейчас время пообедать. Правда, у меня обед, ну, такой. Взял сосиски с сыром обычные и булочки с кунжутом. Вот, собственно, весь мой обед на сегодня. На этом листочке у меня все участники выписаны будущего розыгрыша. Большое количество человек будет участвовать в конкурсе, скажу я вам. Приз, как я и говорил, металлическая кружка с фирменным логотипом и подставка под эту кружку. Булочку поджарил, прям великолепная, такая хрустящая получилась. Лучше, чем в любом ресторане фастфудовском. Не знаю, кстати, почему их так называют. Ресторан быстрой еды. Какой там ресторан? Котлету поджарили, между булочек положили и сыр еще бросили там с капустой, с лучком. Вкусно, не спорю, но рестораном я бы это не назвал. Сейчас все, что заготовил, попробую сюда перенести поближе, чтобы в следующий раз не заниматься перетаскиванием бревен. После чего мы с вами зайдем в землянку, навестим, посмотрим, все ли там в порядке. И у меня осталось 2 сосиски от моего обеда. Эти 2 сосиски я хочу оставить вот около тех нор, которые мы видели с вами в самом начале ролика. Посмотрим, съедят ли эти сосиски. Но я так думаю, что это лисы там все-таки периодически появляются, обитают в этих норах. Ну кто еще? Больше некому. Лиса все-таки хищник, и сосиски, возможно, могут ее заинтересовать.
Все, уже вижу землянку. Понять бы, все ли там в порядке. Нет, что-то здесь не в порядке. Что-то все березы, прям все ветки разбросаны. Очень странно. Ну, схрон точно никто не залазил. Сейчас пойдем зайдем в землянку. Что-то я не понимаю. Либо просто, может быть, такой сильный ветер был и ветки сдуло. Ну, записи в любом случае никто не оставил. Лично у меня складывается ощущение, что кто-то здесь был. Ну, возможно, я ошибаюсь. Запомним давайте, да, что вот эту березовую ветку я оставил прямо на крышке, которая закрывает лестницу. И в следующий раз мы уже точно будем знать, был ли кто-то здесь или нет. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Мне будет очень приятно, если вы оставите под моим видео свой комментарий и лайк. До новых встреч. Пока-пока.